Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу поговорить с вами о мячах от компании Molten. Кому стоит их покупать и где лучше всего их приобрести. Поехали! Ранее на моем канале уже были обзоры на волейбольные мячи от компании Mikasa, V200W и мяча для снежного волейбола. Ссылочки на эти обзоры я оставлю в описании. В ближайшем будущем вас ждут обзоры на волейбольные мячи от компании Gala и All Six, модели V500 и V900. Напишите, пожалуйста, ребята, в комментариях, мячом какой компании играете вы на тренировках. Наши основные тренировочные мячи — это Mikasa V200W и V300W. Ну а теперь переходим непосредственно к теме данного видео. Сейчас на своих экранах вы видите две модели — V5 M5000 и V5 M4000. Мячу 4000 модели, как я уже говорил, более 10 лет. В принципе, вообще мой волейбольный путь начинался с этого мяча. В нашем городе преимущественно продавались мячи Molten, и именно поэтому у меня мяч Molten. 5000 я приобрел непосредственно специально для того, чтобы сделать обзор, сравнить и рассказать, какие вообще особенности данного мяча есть, почему стоит и почему не стоит его покупать. Если сейчас в интернете мы поищем 5000 серию мяча, то в среднем ценник будет варьироваться порядка 7000 рублей. Например, данный мяч в Спортмастере стоит 6999 рублей. Если у вас есть бонусы, то в принципе вы существенно можете скинуть его цену на 30% от начальной стоимости. При этом официальные игровые мячи Mikasa можно найти с ценником порядка 5-6 тысяч рублей. Основная проблема мячей от компании Molten заключается в том, что официально в России на турнирах не играют этими мячами. Существуют определенные исключения, например, такие как турниры, спонсируемые определенными компаниями, для которых интересна реализация мячей от компании Molten. Но в целом все основные крупные турниры играются, конечно же, мячами от компании Mikasa моделью V200W. Именно поэтому для игроков высокого уровня не стоит вопрос, какой лучше всего мяч им приобрести. Само собой, они будут приобретать мячи от компании Mikasa, так как 99% своего времени они будут играть именно этими мячами. Данные мячи в первую очередь интересны тем, кто в личное пользование хочет заполучить мяч очень высокого качества, но при этом по приемлемой цене. Опять же, данный мяч в розничных магазинах невозможно приобрести с действительно хорошей скидкой. Но это возможно сделать на AliExpress. При заказе из Китая данный мяч обошелся мне в 2513 рублей. Заказывал я этот мяч 11 ноября 2019 года в день крупной распродажи. Получил этот мяч 11 декабря 2019 года, ровно через месяц после оплаты. Также этот мяч можно заказать на eBay, и один из моих одноклубников это и сделал. Единственное, что мяч обошелся ему на 1000 рублей дороже, чем при заказе из Китая. Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание при заказе такого мяча, так это на маркировку и описание, которое оставляет продавец в описании к товару. Дело в том, что у данного мяча существуют реплики, а также различные вариации бюджетных моделей, такие как M4500, M4000, VSM5000 и другие. Вы без проблем можете найти мячи с маркировкой V5 M5000. При этом цена у них будет на порядок ниже, чем тот, который я приобретал. Основным отличием в описании к данному мячу было наличие надписи, что данный мяч является 100% оригинальным. Указывая такую информацию, продавец на AliExpress обязан продавать оригинальные мячи, так как в случае, если вы получите неоригинальный мяч и вы сможете это доказать, то вы оставите себе мяч, который он вам отправил, и еще и можете вернуть деньги. Вполне возможно, со временем ссылка, которую я оставлю в описании на этот мяч, станет недействительной, поэтому сейчас я хочу рассказать, каким образом вы можете определить оригинальный мяч от поддельного. Само собой, всегда необходимо обращать внимание на количество заказов и отзывы. Всегда смотрите и читайте, что именно пишут о данном продавце. И вот здесь хотелось бы внести небольшую поправочку. Само собой, всем отзывам доверять не стоит. Я сам лично покупал мяч-подделку с Китая, и большая часть отзывов была о том, что этот мяч великолепного качества. То есть, в принципе, эти люди никогда не пользовались оригинальными мячами. И для них при получении данных мячей им казалось, что они оригинальные. Но по факту и сам продавец не утверждал, что данный мяч является оригинальным. Поэтому здесь всегда необходимо обращать внимание именно на это. Следующий очень важный момент: при поиске такого мяча вы увидите разброс цен от 1500 до 3500 рублей. Дело в том, что данный продавец может продавать как оригинальный мяч, так и реплику. И в данном случае очень важно выбрать именно тот мяч, который вам необходим, а именно V5 M5000. Все остальные мячи нас с вами не интересуют. При небольшой разнице в их стоимости они действительно не стоят своих денег. Для справки, данная модель мяча Molten является официально разрешенной для проведения турниров Федерации FIV. А это значит, что это не какой-то второсортный мяч, а это точно такой же качественный мяч, как от компании Mikasa. И он проходит все стандарты сертификации. Самой главной загвоздкой является то, что данным мячом в России нигде не играют. Но при этом, сравнивая их по розничной стоимости, само собой лучше всего в России всегда будет покупать мяч от компании Mikasa. Но если у вас есть возможность приобрести данный мяч за 2500 и он вам необходим как лично для тренировок,
то лучше всего, конечно же, приобретать мяч от компании Molten. К самому мячу нет абсолютно никаких нареканий. Основное его отличие от V200W то, что он на порядок мягче. И после того, как вы отыграете продолжительное время мячами Микаса, в случае, когда к вам попадет молтоновский мячик в руки, вам может показаться, что он вообще игрушечный. Когда я первый раз принес его на тренировку, у ребят были разные впечатления. Кто-то говорил, что он меньше, кто-то говорил, что он легче. Но в основном все сошлись на том, что данный мяч на порядок мягче. Даже в первую тренировку он намного мягче, чем разбитый Mikasa V200W. Поэтому также могу сказать, что данный мяч отлично подойдет в детские секции. Насчет игры на улице, честно могу сказать, что, наверное, не стоит использовать данный мяч на резиновом или асфальтовом покрытии. Если, конечно же, у вас уже в коллекции есть V200W и вы хотите и на улице играть качественным мячом, но при этом не тратить такую же сумму денег, как за него, то вполне возможно вы можете приобрести мяч от компании Molten, либо рассмотреть также мяч от компании Gala. Для справки, данный мяч также является официально сертифицированным Федерацией FIF. И на него обзор на канале будет немного позже. Итак, а теперь давайте подведем итоги. Где стоит приобретать данный мяч? На AliExpress, при этом соблюдая всю ту инструкцию, которую я только что рассказал, и на eBay. Но на eBay вы переплатите за доставку. Кому подходит данный мяч? Он идеально подойдет в детские секции, а также для людей, которые только начинают заниматься волейболом, при этом хотят получить максимум удовольствия от качественного мяча за минимальные деньги. Конечно же, этот мяч еще можно рассматривать как тренировочный. Например, если у вас есть основной игровой, но на ваших тренировках вам не хватает мячей для использования в парах, то в принципе вы можете добить их именно этими мячами. Ну и как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забывайте поставить лайк этому видео, написать в комментариях, каким мячом играете вы. Меня зовут Егор Пупынин. Всем удачи, пока!